Друзья, приветствую вас. Это выпуск выходного дня. Давайте рассмотрим, какие произошли изменения в позициях СОТ СФТС, как это повлияет на предстоящие недели на движение в долларе, евро, нефти, золоте, рубле и других активах. А также потом в конце рассмотрим, что произошло с позициями Форекс ММВБ и как это будет влиять на российский рынок в понедельник. Еще в четверг вышли данные по количеству активных буровых от Baker Hughes. Прирост за неделю 13 единиц, это очень мощно, очень круто, очень мощно. И то, что идет уже такая динамика, я думаю, это говорит о том, что цены на нефть, они пришли к текущему равновесному положению, то есть когда они удобны и для производителей, и для потребителей, не так обременительны. Так, давайте перейдем непосредственно к данным СОТ СФТС. Они выходят в пятницу вечером, они показывают срез на позиции во вторник вечер. Несмотря на временной лаг в 3 дня, очень часто те закономерности, которые возникают в этом изменении, они сохраняются на протяжении следующей недели. Есть определенная положительная корреляция. Итак, вот это данные, как изменились позиции у американских нонкоммерсов, спекулянтов. По британскому фунту ставка на то, что британский фунт будет отскакивать и расти против доллара США. Так, по алюминию, но здесь затишье, видимо, алюминий особо спросом для строительства самолетов пока не пользуется. Далее, по меди. По меди небольшая просадка, но, обращаю внимание, лонги порезали, но это срезание, оно уже идет на протяжении нескольких недель. С чем это связано? Это связано с рисками, которые могут ослабить скорость восстановления мировой экономики. Это ситуация с вакцинами и локаутами в Европе. И это связано с тем, что в Китае не все благополучно с ростом промышленного производства и внутреннего потребления. Хотя и пошли всякие позитивные реляции о том, что ВВП Китая в конце года улетит в космос. Так, друзья, далее позиции по сырой нефти, они немножко выросли, совсем чуть-чуть. Но это указывает на то, что нефть она подошла к своему равновесному значению. Здесь есть ряд косвенных признаков этого. В частности, то, что ОПЕК решил немножко снимать ограничения по добыче, это раз. И потом всякие тайные звонки пошли между главами нефтедобывающих государств. То есть обычно такие вещи, они начинаются, когда достигается точка эквилибриума. И поэтому по нефти ожидания такие: либо боковик, либо попытка движения к верхней границе, ну может быть на 68,5, может быть даже на 71 по бренту. По нефти помним, есть 62,5, есть 60, которые если пробиваются, то начинается осыпление нефти. Вот. Но я думаю, более вероятный сценарий это движение в боковике и попытка тестирования верхней границы боковика, это 69,5 и потом, по-моему, 71,5. Далее золото. По золоту идет снижение лонгов. В золото не верят. Для золота этот квартал, первый, который закончился, был очень плохой, очень существенное снижение. Хлеще было только в 2013 году. И, как правило, после того, как идет выход из золота, снижение цен на золото, через какое-то время небольшое время начинают барахлить и финансовые и фондовые рынки. Эта закономерность четко прослеживается по графику. Как только существенный выход, потом через какое-то время наступают потрясения. Так, ну и вот золотой фонд ГЛД. В среднем каждый день отток 160 миллионов долларов. Достаточно приличная сумма. Хуже было только весной 2013 года. Если рассматривать график золота, там техническая картина такая, что с одной стороны золото все-таки не допадало, учитывая скорость движения. С другой стороны, по факту достижения локального дна 1680, там пошли очень интересные сделки, которые вполне могут свидетельствовать о том, что в ближайшее время мы увидим перелом, ну точнее мы его уже увидели, мы увидим закрепление и попытку отскока. Однако данные по СОТ СФТС не позволяют нам надеяться на то, что на предстоящей неделе по золоту мы увидим рост. В лучшем случае боковик, либо движение на 1700. Так, далее NASDAQ. По NASDAQ нарастили шорты коварные американские спекулянты. И поэтому по NASDAQ ожидание такое, что NASDAQ, по крайней мере, в первой половине недели пойдет вниз.
ну, либо пойдет вниз, либо будут гореть в шортовом огне американские спекулянты. Так, далее природный газ. По природному газу немножко нарастили шорты, но здесь ситуация вполне ясная, потому что закончилась зима, в северном полушарии началась весна, газа для отопления нужно меньше. Так, далее S&P. Вот с S&P вообще ситуация очень интересная, значительно нарастили шорты спекулянты, почти в 2 раза больше, чем было. О чем это говорит? Это говорит, что ждут точку разворота и движения вниз. Ну, прекрасно. Ждут, значит, наверное, когда-нибудь развернется. Но здесь другой момент, что такое наращивание шортов, оно вполне может привести к новому выносу на 4100, например. А дальше уже оттуда последует разворот и движение вниз. Но здесь, как бы исходя из той позиции, которые занимают на текущий момент американские спекулянты по фьючерсу S&P, следует, что они ожидают движения, ну, в район хотя бы 3940. Так, далее серебро. По серебру тоже режут лонги, как и по золоту, но по серебру пошла масса аналитики, которая говорит о том, что серебро только подходит к своему ренессансу и началу роста. Так, ну и далее канадский доллар. В общем-то, это тоже нефтяная валюта, потому что экономика Канады, как ни крути, на нефти завязана. Здесь мы видим увеличение лонгов, и, соответственно, это дает все основания полагать, что канадский доллар на предстоящей неделе будет расти к американскому доллару. Ну, аналогичная ситуация, она и по мексиканскому песо. Там снизили количество шортов, то есть это тоже говорит о том, что делают ставку на рост песо против доллара. Так, ну в Бразилии там все ровненько, нефть растет, но там и коронавирус неистует. Так, японская иена. А вот по японской иене, как ни странно, здесь идет увеличение шортов, то есть делают ставку на то, что японская иена будет проседать к американскому доллару. Далее рубль. Вот соты по рублю очень интересные. Но смотрите, здесь у нас идет фактически столкновение нескольких факторов и просто титанических факторов. С одной стороны, как ни крути, растет нефть. Нефть при текущей структуре экономики России это всегда плюс. С другой стороны, сама экономика, она свой ресурс и возможность реагировать на нефть, она уже выработала еще в 2012 году. И мы это видели по графику ВВП, сравнение с динамикой цен на нефть. Я об этом делал отдельный выпуск. Но сейчас на текущий момент американские спекулянты уверенно делают ставку на то, что рубль и рублевые активы будут расти. Критичным был вот этот переход, когда пробили ноль. И сейчас следующее значение, которое будет характеризовать устойчивый рост, это движение в диапазон 13-15. Вот это будет означать, что идет активный приток капитала, еще более активный, чем здесь. Да, с одной стороны, это кажется как что-то такое невероятное, потому что идет значительное нагнетание вот этой ситуации около Донбасса, стягивание войск с обеих сторон. Но слишком это демонстративно делается, как говорят англосаксы, much ado about nothing. Если рассматривать англоязычную прессу, то вообще как бы упоминание этой проблемы ее сведено к минимуму и в американской, и в европейской. Ну, последние дни там что-то где-то 1-2 раза написали в крупных изданиях. Но сказать, что прямо вот к этой проблеме внимание приковано, такого нельзя сделать. И потом надо четко понимать, что был саммит НАТО. Вот, саммиту НАТО нужен бюджет НАТО. Для того, чтобы выделить бюджет, нужна стратегия. Для того, чтобы сформировать стратегию, нужен страшный враг, которым можно всех шугануть. И тогда сразу как бы можно получить много денег на развитие, на управление и так далее. Ну или на изготовление многих прикольных побрякушек. Вот, соответственно, здесь, ну как бы, может быть, эти два события, они как-то заранее были запланированы и взаимосвязаны. Потому что, ну как говорится, сегодня ты мне, завтра я тебе. Вот, поэтому, исходя из ряда критериев, возможно, действительно эта эскалация на Донбассе, она не приведет, я очень на это надеюсь, ни к какому существенному развитию событий, кроме как бряцание оружия с обеих сторон. По крайней мере, с фактической точки зрения, есть все признаки того, что эта ситуация успокоится,
И в том числе то, что американские спекулянты наращивают ставку на рубль и рублевые активы. Так, друзья, ну а участь евро, она пока печальна. Она пока печальна, потому что Европа, она имеет проблемы с вакцинированием, периодически в локдауны погружается, и она не добывает и не продает нефть и газ. Ну, точнее, добывает, но не продает. Поэтому на текущий момент, несмотря на то, что Германия как ракета тянет всю еврозону, пока ее позиции не столь сильны. Вот. Но я не исключаю, что в ближайшее время, наверное, это будет к концу апреля, если никаких ужасов не произойдет, то Америка и Европа начнут постепенно меняться местами. И как вариант Германия начнет, ее позитивная повестка, ее очень быстрое восстановление, оно, в общем-то, начнет показывать, что еврозона, она вполне конкурентоспособна. Вдруг внезапно выяснится, что не только Америка вышла на первые роли из-за высокой скорости вакцинирования, но и в Европе тоже все отлично. И вот на фоне этого может развиться новый виток, когда евро будет отскакивать. Я пока это однозначно не утверждаю, посмотрим на развитие событий. Вот. Но на текущую неделю ставка по евро, она либо боковик, либо дальнейшее снижение. Так, друзья, давайте начнем с индекса РТС. По индексу РТС здесь ставка у юридических лиц на то, что индекс РТС будет в понедельник расти. Так, а вот это Сбербанк. В Сбербанке какой-то настоящий ад. Тут ставка на очень ощутимый коррекционный откат по Сбербанку. Ну, посмотрим в понедельник с утра, как это все будет проявляться и реализовываться. Пока не до конца ясно, это действительно ставка на снижение или это кто-то что-то захеджировал. Так, далее ВТБ. Ну, по ВТБ здесь сложно сказать, здесь боковик, никаких видимых изменений нету. Газпром, здесь тоже ставка на коррекционный откат, как у Сбербанка, но не такой ужас. А Норникель, здесь ставка на коррекционный откат, вот, но коррекционный откат пока непонятно, насколько глубоко он произойдет. Рубль-доллар, здесь никаких четких установок на какое-то определенное движение нету, поэтому посмотрим в понедельник, какая динамика будет на мировых рынках с утра. Евро-доллар, здесь евро-рубль, прошу прощения, здесь ставка на укрепление рубля к евро. Так, далее евро-доллар. По евро-доллару делают ставку на просадку евро к доллару. Британский фунт, здесь также ставка на просадку британского фунта к доллару вопреки данным по SOT FTSE. Но SOT FTSE это то, что определяет движение в течение недели, а вот эта ставка, она очень короткая, она действует, ну, в лучшем случае до обеда, одного дня. Так, далее нефть. По нефти ставка на ожидание роста. Серебро. По серебру ставка на коррекционный отскок и рост серебра. Золото. Здесь тоже ставка на рост золота. Структура сделок, которая была по золоту, она указывает на то, что, наверное, в понедельник с утра прямо его могут, ну, куда-то на 1735-1742 вот так вот направить. Так, друзья, ну, в общем-то, все. Это основные моменты. Основные идеи мои касательно SOT FTSE и иных каких-то возможных моментов, которые будут влиять на следующей неделе на нашу жизнь. Если вам понравилось, то подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Telegram канал. Желаю вам хорошо отдохнуть на этих выходных, набраться сил. Ну и на следующей неделе в бою успешных торгов. Удачи, друзья!